Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Извините за долгий перерыв, но сами понимаете, лето, отпуска, дачи. Здесь еще ремонт затеяла. Планировался только косметический ремонт, но в результате одно наслаивается на другое, и этот ремонт уже перешел в глобальную реконструкцию помещения. Это, наверное, одно из последних видео, которое снимается на фоне вот этой теплички. Коллекция моя за это время очень сильно разрослась, поэтому она просто не входит в эту тепличку. И на окнах не хватает места. Поэтому я решила здесь сделать такой большой интересный стеллаж с подсветочкой. Я так думаю, будет очень красиво. Не буду забегать вперед, когда эта конструкция будет установлена, мы снимем отдельное видео, я покажу, расскажу, как все это делалось, из чего делалось. Возможно, вам будет эта информация полезна. Что касается этой теплички, как бы мне не жалко было с ней расставаться. В ней выросло не одно поколение моих антуриумов. Но я готова выставить его на реализацию. Если у вас есть возможность приехать, ее забрать, так как конструкция неразборная, то свои координаты я оставлю в описании к видео. Пишите WhatsApp, Telegram. Обязательно отвечу, проконсультирую. Тема сегодняшнего видеоролика, я так думаю, очень интересная. Была в Leroy Merlin магазин и посмотрела, мне очень понравились вот эти горшки. Это напольная конструкция. Не думайте, что он вот такой большой и длинный. Нет, это двойной горшок. То есть наружный горшок и внутренний. Внутренний горшок по объему небольшой. Единственный недостаток – это в нем не было отверстий. Отверстия нам пришлось уже самостоятельно делать. В этот горшок я и хочу пересадить растения. Преимущество то, что воздушная подушка, вот как видите, вот, обратите внимание, она очень большая. Это говорит о том, что в прикорневой зоне будет сохраняться стабильная температура, влажность. Это очень хорошо для наших растений. В один из этих горшков я хочу пересадить растение Black Queen. Она будет пересажена методом перевалки. А во второй горшок, перепутала вот в этот, будет пересажено другое растение после омоложения. Итак, давайте приступим. В этот самый большой горшок я хочу пересадить Black Queen. Здесь все как обычно, все вы отлично знаете. На дно мы сыпем грунт второго состава. Ссылочку, как приготовить грунт, я оставлю в описании к видео. Много я сыпать не буду, потому что хочу не полностью засыпать горшок грунтом. Так, на дно микоризу, как обычно. Далее вытаскиваем нашего красавца. Так, чуть-чуть здесь брать. Оп. Так, корневая система у него неплохая. Так, тормошить я его не буду, чтобы не навредить и не травмировать земляной ком. Опять же поставили и подсыпаем свободное пространство грунтом второго состава. Вот так. Ой. Угу. Подсыпали. Так. Его надо посерединке, чтобы он симпатично смотрелся и хорошо разросся в дальнейшем. Как я сказала, что полностью горшок я не засыпала грунтом, оставила для подсыпки. Здесь примерно вот такое расстояние свободное. Это для подсыпки грунта. Итак, растение пересажено. В дальнейшем листовую массу можно обработать биостимулятором HB101 и водрузить вот в эту конструкцию. Я так предполагаю, в дальнейшем, когда он разрастется, он будет отлично выглядеть.
Обычно вот это растение, конечно, Black Queen сорт, он очень неприхотливый, хорошо обильно цветет, дает много деток. Если честно, я уже не помню, сколько раз я его омолаживала и отделяла от него деток. Это очень старое растение, скажем так. Следующее наше растение – это Anthurium flamingo orange. Здесь у нас задача будет посложнее. Я хочу омолодить это растение, то есть обрезку сделать, и уже верхнюю часть посадить в новый горшочек. Не обращайте внимания, на листиках есть, конечно, небольшие погрешности в уходе, но хочу вам сказать, что за время моего отсутствия, это примерно месяц, за растением ухаживал человек совсем далекий от растениеводства. Это мой муж. Он следовал точно, согласно всем моим, скажем так, рекомендациям. Все растения выжили, включая реанимашек, малышей. Единственное, вы не поверите, погибла туя. Растение, которое в принципе неприхотливое, оно, можно сказать, на улице живет. Вот оно погибло. А все антуриумы живы-здоровые. Посмотрите, какие корни нарастило растение. Поэтому, если вам кто-то скажет, что во втором составе растение растет очень плохо, либо уход за растением усложняется, не верьте. Если у меня муж справился с такой сложной задачей, то и вам, девочки, это все под силу. Посмотрите, какие хорошие корешочки нарастил наш фламинго. Убираем мох. Наращивали с помощью мха, как вы уже поняли. Корни довольно хорошие. Вот некоторые даже уже вошли в грунт. Вот корешочек, он уже вошел в грунт. Попытаюсь его вот так вот вытащить, потому что как-то... Опа, вот он. Здесь еще хорошо проверим. Вот еще один корень у нас. Тоже пытается пробраться ближе к грунту. И здесь опять корешки. Так, я вроде бы уже все поубирала. Такое, чтобы хорошо нам было с вами все это видно. Итак. Нет, здесь еще пооставляла. Так. Здесь два растения у нас получается. Обратите внимание, вот одно. Сейчас. Тоже мох. Как-то так. Так, сейчас ножичек возьму. Вот, смотрите, одно растение. И здесь еще второе у нас растение. Я хочу обрезать и посадить в горшочек. Давайте аккуратненько. Вот здесь, наверное, еще вот этот я корешок, смотрите, здесь уходит в грунт. Вот этот корешочек. Я бы хотела его, конечно, обрезать и оставить в верхней части растения. Так. Вообще это, если правда сказать, это растения наросли из стволика, из оставшегося ствола. Итак, сейчас мы обрежем, потом я вам покажу. Так. Где-то здесь у нас так еще он толстый, крепко держится. Оп. Ну, совсем прям. Оп, получилось, ура, у нас получилось. Так. Еще проспутать эти корни, они попереплелись. Так, вытягиваем аккуратненько. Еще один корешок, он ушел туда глубоко в грунт. Попытаемся его вытянуть. Вытянули. Так, один у нас готов. Красавчик. Ложим. И теперь обрезаем второго. Даже не знаю, с какой стороны лучше подступиться. Так, вот здесь. Оп.
Этот уже гораздо проще обрезался. Так, смотрим. Здесь тоже довольно-таки неплохие корешочки. Убираем сухую чешуйку и будем сажать в новый горшочек. Видите, какие хорошенькие молоденькие корни. Так, положим, досыпем в горшок микоризу. Микориза очень любит молодые корешочки, хорошо на них приживается, создает симбиоз, взаимодействия гриба и корня. Итак, опускаем одно растение. Я хочу, наверное, в этот горшок сразу два посадить. Мне кажется, будет смотреться неплохо. Берем мох. Так, как бы нам так сконструировать все это красиво, чтобы они гармонично смотрелись. О, смотрите, интересно. Так, даже я, наверное, грунта довольно-таки много насыпала, не подрасчитала. Хочу, чтобы и эти корешочки ушли в грунт, поэтому сделаем небольшую такую ямочку, как говорится. Оп. И подсыпаем грунт второго состава. Оп. Я так думаю, недолго этот фламинго будет оставаться в этом горшочке. Скорее всего, в ближайшее время нам придется его с вами пересаживать в горшок большего объема. Вот. Так, все корешочки закроем. Рассчитывала так, что у меня останется свободное пространство для подсыпки грунта. Ну, как вы видите, ничего у меня уже не остается. Все полностью засыпается. Так. Оп. Все, прекрасно. Прекрасно. Смотрите, какой пышненький кустик получился. Цветочки, конечно, желательно срезать, но жалко. Понаблюдаю. Если растение будет чувствовать себя прекрасно, то срезать цветочки не буду. Что касается нашего этого горшочка. При обрезке я специально оставила 2 листочка. Они нужны для того, чтобы растение быстрее дало молодую поросль. Хочу обратить ваше внимание, это наш срез сегодня, который мы сделали, и вот еще один. А это вот пенек, это старый пенек, от которого и выросли вот эти вот 2 большие самостоятельные растения. Это очень хороший способ. От корней очень быстро корни дают и поросль молодую. Поэтому вот подросли, выросли, обрезали, пересадили и снова их. Ну, самый хороший и быстрый способ омоложения и выращивания новых растений. После съемки я срез свежий присыплю сухим фитоспорином. Извините, сразу не приготовила, не подумала. И будем следить, наблюдать, как наши 2 уже пенька дадут новые растения. Примерно так будут выглядеть мои растения. Здесь будет еще подсветочка у меня. Когда буду показывать новый стеллажик, как раз покажу уже все в комплексе. Как это будет красиво выглядеть. Мне кажется, очень интересно. Но так как я женщина, как бы это сказать, домовитая, у меня еще есть еще 2 горшочка. Но их мы с вами засадим уже чуть позже. Спасибо за внимание. Пишите комментарии. Всего вам самого доброго.